Друзья, всем привет! Если слышно и видно, плюсаните в чатик, чтобы было понимание, что есть голос и видео. Мгм. Отлично, спасибо. Мгм. Отлично, спасибо. Так, ну, эфир пошел. Так, еще раз всем привет. Рад всех видеть. У нас сегодня уже, наверное, традиционно за последнее время гость МС. Посмотрим сегодня на рынок, разберем альткоины. МС расскажет по интересным проектам фундаментал. Если успеем, также зададим вопросы по поводу Фибоначчи, то, о чем говорили. Ну, полноценно я уже говорил в телеграм-канале. Сегодня вряд ли получится, потому что больше всего сейчас, наверное, людей интересует рынок, чем работа с графиком. Так, давайте, наверное, сразу к графику. И начнем, наверное, с биткоина. Ну, во-первых, в первую очередь, чтобы хотел всем сказать, что у нас ключевое, наверное, и важнейшее событие, то, что мы потрогали отметку 100, кто бы еще мог бы поверить буквально несколько лет назад, что биткоин дорастет до такой отметки. Наверное, немногие. Сейчас на рынке, я уже говорил вчера в обзоре на TradingView, кстати, ребят, сразу же прошу пролайкать трансляцию, потому что это важно, чтобы алгоритмы YouTube подхватили и как можно больше людей это увидели. И после трансляции буду очень благодарен за комментарии. А, Очень много сейчас интересных сообщений идет, но в первую очередь, наверное, хочу сказать по поводу того, что у нас сегодня из ключевых экономических событий у нас был вопрос по инфляции, в рамках ожиданий все осталось, и также у нас ЦМЕ сейчас показывает практически 100% на то, что ставка будет в ближайшее время на 18 декабря снижена на 25 базисных пунктов. Это, наверное, важно. Теперь, что касается различного новостного фона, который идет в отношении биткоина. Но в первую очередь, наверное, стоило бы отметить о том, что у нас господин Трамп собирается сменить главу по комиссии по рынкам и ценным бумагам. И новый человек, который придет, очень хорошо, скажем так, относится к криптоиндустрии, ко всему, что с этим связано. Пол Аткинс. Достаточно криптодружественный человек. Это говорит о том, что, возможно, та история, которую анонсировал на предвыборной гонке американский президент, мы говорим об этом, потому что это первая экономика в мире, в части стратегического резерва, то это может состояться. По крайней мере, уже некоторые сенаторы, например, от Вайоминга, уже говорят о том, что необходимо делать закон о биткоине отдельный в США. Сразу же пошли сейчас различные прогнозы от крупных финансовых учреждений, в том числе о том, что биткоин в 2025 году может достигнуть 200 тысяч. То, что он достигнет этой отметки, уже, наверное, мало кто сомневается в преддверии там достаточно а, недалекого будущего, но не факт, что это произойдет именно в 2025 году. Теперь, что касается графика. Я сразу поставлю месячный таймфрейм для того, чтобы определить для себя ту самую стратегию выхода из накопления, которую я говорил еще в прошлом стриме. Потенциально в ожидании находится отметка 120. Многие спрашивали по поводу построения FIBA. Сейчас на графике видите. Я, наверное, сейчас МСу раздам, потому что он не видит. Сейчас, секундочку. Вот так, наверное, будет правильно. И скрыть эту панель. Я использую несколько инструментов FIBA. Классически, думаю, уже все понимают, как натягивается сетку. Для тех, кто не понимает, она идет от минимума по тенденции до максимума.
Я использую расширяющуюся формацию FIBA, вы сейчас видите ее на графике. Она построена от минимума в предыдущем бычьем цикле с марта 2020 года до максимума 2021 года. Очень точно здесь можно определить уровни поддержки и уровни сопротивления. Соответственно, мы видим, что цена достаточно длительный период времени, напоминаю, месячный таймфрейм, консолидировалась вот на этих отметках. Соответственно, следующая большая глобальная поддержка, ее можно оценить на 0,786 FIBE. Это если мы говорим о месячном таймфрейме. Также используется еще несколько Fibonacci. В первую очередь, наверное, канал. Он построен так же. Сейчас эту фибу отключим, пока временно. Он построен так же. Есть вернее, один вид канала и два вида еще и временных периодов. Это периоды по тренду и просто временные периоды по FIBA. Периоды по тренду строятся, соответственно, по тенденции. Сейчас покажу. И канал строится также по тенденции от минимума и до следующего минимума. И дальше растягивается до максимума. Соответственно, здесь мы тоже видим ключевые зоны в поддержке и в сопротивлении. И также видим глобальную зону, куда цены могут потащить. Это 1.618. Видим ее. Дальше идут периоды. Есть периоды, которые строятся по тенденции, так же как и расширяющийся Fibonacci от минимума до максимума и до следующего минимума. И есть временные периоды, которые строятся просто по тенденции от минимума до максимума. Они показывают ключевые точки разворота. Вы можете их видеть. Отсюда начался рост, отсюда началось падение. И следующая ключевая точка нам указывает на март. Если поставить здесь также периоды и по тенденции, по тренду, так называемый инструмент, периоды по тренду. Вот их два вида. Временные периоды по Фибоначчи. И еще у нас есть периоды Фибоначчи, основанные на тренде. То вот в этом месте, в марте, сходится третья и... Сейчас это уберу. Вот эта голубенькая, это 382 единичка. То есть вот март выступит, наверное, ключевой отметкой, при которой может быть разворот. Для себя я определяю эту точку, понимаю, что в марте, скорее всего, что-то произойдет. Плюс-минус, это не значит, что прямо будет в марте, потому что месячный таймфрейм, обратите внимание, тенденция началась на месяц позже здесь, здесь тоже на месяц позже. То есть плюс-минус месяц здесь имеет значение. Это может быть февраль, может быть март, может быть вперед. Дальше я ставлю канал и понимаю, что у меня 1.618 будет ключевой отметкой. Дальше я ставлю Fibonacci 1.618 на отметке 2 и вижу для себя потенциальную точку и приблизительное время, где будет разворот. Вот это, наверное, минимум, который я хотел показать по FIBA. Это можно делать и на более мелких таймфреймах, чтобы определить для себя временные периоды на дневке или даже там на 6 часах. Это можно делать на глобальном масштабе. Также существуют еще и веерные линии, но их можно для подтверждения строить там по-разному. В принципе, они работают по такому же принципу, как и все остальные Fibonacci. На дневке, например. Ой, сейчас. Вот это наскальное художество сейчас уберу. Здесь они построены немножко... нет, в принципе, с той же отметки, только там месячный был таймфрейм, здесь дневной. То есть с начала бычьего рынка до его завершения, то есть сама конструкция строится по такому же принципу. Сейчас уберу, будет видно. Вот начальная точка, вот конечная точка. Отсюда протягивается единичка. Дальше там в настройках можно для себя что-то поставить, что-то убрать, но я оставляю основные, 382, 618, 0,5. Эти можно также в дополнение оставить. Временные уровни убираю. И здесь на дневке для себя вижу, что, как правило, золотой карман 618 выступало большим сопротивлением. И сейчас это будет тоже большое сопротивление.
Следующая отметка, которая выступит сопротивлением, мы видим 0,5 незначительно, ну и глобальную мы видим 382. Вот так строится примерно, ну как бы я так строю для себя FIBA. Это, естественно, не панацея, это нужно понимать. Это просто для себя определенные отметки в глобальном техническом анализе, как, где и на каком уровне и в какой период времени ожидать каких-то резких движений цены, либо разворотных моментов по цене. Ну, по биткоину, наверное, все. Сейчас по эфиру просили еще сказать. По эфиру здесь тоже много чего наброшено. Ну, ключевым, наверное, сейчас. Ключевым, наверное, вот видно также два временных периода, построенные по такому же принципу, также по тенденции построенные с момента начала предыдущего вот этого цикла забега. Мы видим ключевые две зоны, в которых эфир консолидировался. Если говорить о канале Фибоначчи, это 618 и 786 в этом периоде накопления. И здесь с пробитием средней границы 0,5 у нас также от 618 и до 382 вот этот канал. И обратите внимание, тоже это показывал уже, где сейчас консолидируется цена. На верхней границе предыдущего накопления. И средняя граница вот этого накопления выступает сейчас вот зеленая, 0,5 Фибоначчи выступает поддержкой. Если 0,5 провалим, то, естественно, вот на этом пике в сопротивлении выступающая 382 выступит поддержкой. Уровнем, куда эфир могут потянуть и основные его разворотные точки будут, начиная с конца декабря, начала января и до, значит, ну вот январь, и здесь январь, то есть это январь месяц. Следующая отметка уже февраль. Соответственно, уровень, который ближайший нужно будет пробивать в этом цикле, это будет 786, 400. Кстати, если Фибоначчи кинуть, по-моему, она там же находится. Не помню только какая из них. Сейчас я это позакрываю. Да, единичка находится на 400. Соответственно, и канал тоже там же. Вот это перекрестие, вот оно, которое необходимо пройти. Вот ключевой уровень. Соответственно, это голубая, 786 будет выступать основным сопротивлением. Если провалит сейчас зеленую, то, как я уже сказал, можем оказаться чуть-чуть пониже. Такое развитие событий может быть. Код B сейчас корректируется. Я думаю, что будет с отскоком. Но главное, что основной импульс моментума, это фиолетовая лента, он уходит вниз. Но бычий денежный поток по-прежнему, и пока еще намека на то, что он будет уходить в медвежий, нет. Потому что 6 часов завершает нисходящую динамику, еще какое-то время можем подвигаться, но в целом денежный поток все еще зеленый и даже разворачивается кверху на краткосрочной перспективе. Поэтому у эфира потенциал все еще имеется. Ключевая отметка, как я уже сказал, 4. Сейчас я открою канал еще раз. Где он был? Периоды, канал. Вот он, канал открыт. «382 первая и 400 следующая». Потенциально могут потянуть в зону 1.618 у нас 4780. Ну и основные, наверное, такие большие зоны интереса будут находиться в зоне от 5 до 6 тысяч. Здесь пересечение и FIBA, и 1.618 канала. 5.650, 5.800. 5.659, 5.800, но это все будет в районе 6 тысяч. Вот куда эфир могут, ну и потенциально должны, наверное, будут потащить. Это как в ближайшей перспективе. То, что эфир имеет еще достаточно много потенциала с точки зрения того, что обычно он растет гораздо больше и дает гораздо больше иксов, чем биткоин, ну, естественно, можно ожидать и как минимум x2 по нему тоже. Но не уверен, что это произойдет прямо в ближайшее время. Вот, наверное, основное видение сейчас по рынку. Позицию по биткоину все равно буду удерживать до 120, примерно в этой зоне. Я думаю, что могу дать еще дольше. Ну и сейчас хотел кое-что интересное, наверное, показать. Впервые вот для вас, для тех, кто очень хорошо
а, поддерживает канал, относится к нам. Сейчас мне только надо будет, наверное, дать захват экрана. Получится это сделать или нет? Сейчас попробуем. И покажу сейчас прогноз по эфиру, по нашим моделям. Ну, наверное, сделаем на 64 дня, на 2 месяца. Точность прогноза падает за такой период, но все равно потенциально можно для себя определять, как будет двигаться эфир. Средняя медиана, она говорит о потенциале в среднем значении примерно от 50 до 70%, как будет двигаться эфир и где будут его переломные точки. Ну вот как раз таки январь-февраль, его переломная точка. Если отработает верхняя модель, то мы увидим эфир свыше 5000. Так далеко нейросеть показывать не может. Ни одна модель нейросети это не покажет. Неважно, какие это нейросети, или генеративные, или другие, неважно. Но в целом эфир выглядит вот так. Биткоин выглядит гораздо более оптимистичнее. Также на этот же период, наверное, оставим. Вот сегодня порадую вас достаточно закрытой пока что информацией. Но ее можно уже... Чего он не дает мне? Как выглядит биток? Это только одна из моделей, у нас их десятки. Они работают, каждая другую пытается сделать более точной, поэтому это только частично. Вот так выглядит биткоин. То есть при работе графика снизу вверх, сейчас биткоин потащится к середине декабря, выше 100, скорее всего, потом ретест, и потихонечку в периоде накопления, если будет отрабатывать верхняя модель, то переломный момент январь и вот февраль. Собственно, оценка временных рядов подтверждает мое мнение о том, что 120 тысяч мы, скорее всего, пройдем. Вот такая вот история. МС, вы тут? Да, приветствую всех. Так, секундочку, я сейчас проверю. Нет, вас не слышат. Вот, сейчас, наверное, слышат. Да, всем привет. Слышно, если МС плюсаните, что все хорошо? У меня до сих пор в этом зуме старая картинка стоит. Так, секунду, что-то случилось. Еще раз, зум. Сейчас, зум трансляция. Что-то я... Конференция Zoom. Что-то она его не видит. Секунду. Мне показывает прошлое. Так, Zoom. Zoom трансляция. Она мне вообще не показывает. Так, что-то он не видит Zoom почему-то. Странно. Сейчас, секунду, я попытаюсь. Сейчас что-то с Zoom случилось. Почему-то не вижу МС. А у нас Zoom отвалился, по-моему. Давайте еще раз сейчас перезайдем. Я сейчас перезайду еще раз по этой же ссылке. У нас почему-то Zoom не работает. Сейчас, секунду. Перезайдете по этой же ссылке? Сейчас. Так, где у нас МС? О,
Сейчас вас вижу. Сейчас я еще раз конференцию проверю. Почему она не работает-то? Zoom-трансляция, Zoom-конференция. Где она? Я тут. Вы тут, но я что-то вывести не могу. Сейчас, секунду. Что Ну, случилось? Zoom? пока вы будете выводить, я, может быть, пару слов А спрошу и вас, скажу. а вас можно не это, не слышно. Меня сейчас слышно? Конференция Zoom. Вот сейчас должно быть слышно. Вот сейчас должно быть слышно. Ну, отлично. Сейчас слышно, МС, ребят? Кто меня слышит, это плюсик нажмите, чтобы уж точно. О, плюсик написали. Сейчас пишут, не слышно. Приветствую, уважаемый МС. Звук тихий у МС. Так, звук тихий у МС. Секундочку. На максимуме стоит МС. Ну и хорошо. Должно быть, ну, отлично. Раз По слышно, отлично. поводу, Права да, доступа тогда данные. я вам да, потом, тогда давайте я вам несколько вопросов задам. Можете показать? Так, во-первых, я не вижу внутри, что там у меня на экране, у меня чистый экран в зуме. Раздайте туда. И по поводу ваших нейросетей, можно показать э, уже бывшую отработку, что отработало действительно по биткоину? Есть у вас сканы или еще что-то? Так, сейчас пока попробую сейчас это сделать. Сейчас попробую это сделать. У нас в чате есть с вами. У нас есть с вами в чате. Сейчас только мне надо это найти. Сейчас, секундочку. Так быстро. Так быстро у меня может не получиться. Интересно, просто если эта нейросеть у вас генерирует, где, куда, чего, что пойдет, то какая у ней отработка, вероятность, какой надолго прогноз, на какой период Сейчас попытаюсь. Ну, времени? вообще, мы рассчитываем на прогноз на неделю. Больше не рассчитываем. Но в целом, потому что картина меняется в любом случае. Сейчас я попробую найти. Сейчас, секундочку, я сейчас попробую это найти. Где это у меня было? Сейчас где-нибудь найду. Так, ну давайте. Так. Сейчас. Что-то когда всего много на экране, очень трудно с этим взаимодействовать. Так. Когда я смотрел. В Ютубе идет трансляция нашего зума. Наши это, люди не видят А я же раздал. трансляцию. Я не раздал? Нет? Не раздал, секундочку. Я сейчас, наверное, раздам Chrome. Так, секунду. А что мне не раздается-то? Не Поделиться. знаю. Я говорю поделиться, а он не делится. О, все, Это поделился. в Сейчас должно... обс. Все, сейчас должно быть видно. Да тут куча окон, с этим пока разбираю. Отдельный человек нужен, который это сидит и все это тыкает. Сейчас я попытаюсь найти из старого чего-нибудь. Ну вот, сейчас еще в зуме надо включить заметки. Попробую сейчас их врубить, чтобы они появились. Что-то странное я вижу на экране. Почему? Не видно сейчас? Ну, я вам заметки... График биткоина? Сейчас у вас график График биткоина? биткоина. Только я заметки не могу... С двумя стрелками почему-то. А потому что я захожу в этот, как его зовут? Теперь 3. Круто.
Нет, третья рука не выросла. Когда заходишь в ОБС и двигаешь там стрелку, она же параллельно, поскольку забирает на экране, тоже двигается. Получается вторая. Я могу показать ребятам сейчас, если вы просто экран включите, я не смогу раздать и заметки вам, хотя, Показывайте на экран, я буду смотреть просто пусть люди видят. да, я на экран сейчас вывел, заметки, по идее, да? Видно заметки? Заметки должны быть видны на экране сейчас. И видно модель, как отрабатывал биткоин. Вот, посмотрите. Это 29 ноября. И вот заметки. Мгм. Видно? Да-да-да. График находился в зоне желтой линии первой. Это значит 70% вероятность отработки верхней медианы. Вверх, вниз, вверх. И график пошел наверх. Вверх, вниз, вверх. Вверх, вниз, вверх, вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз. Потом опять вверх. Нейросети не определяют цену. Нейросети определяют тенденцию. Я просто не могу это увеличить сейчас, ребятам не будет видно, придется приблизить экран, чтобы посмотреть. Я могу показать только заметки. Ну, так удобнее. Ну, вот надеюсь, что видно. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ну и, соответственно, на графике то же самое. Поэтому самая идеальная отработка сегодня именно тенденции, она происходит на периоде не более недели. Но эта неделя и не нужна для трейдера. Задача сейчас, помимо технического анализа алгоритмов, связанных с кодом, да, которые стратегии были построены на протяжении 2 лет, отбирались различные алгоритмы, и их автоматизация сейчас тоже делается. То есть параллельно у тебя будут показывать индикаторы, то, что было до этого, и какие варианты развития событий сейчас. Анализ стакана показывает тебе по факту реально, что происходит сейчас. И нейросети оценивают временные ряды и соревнуются между собой за выдачу лучшего результата. Лучший результат берется в основу. Вот и все. И тебе нужно торговать в течение дня, либо там нескольких дней. Это делается для трейдинга, а не для инвестиций. Вот, в принципе, все, что хотел показать. Мгм. Ну, отлично. Это у вас будет панель какая-то, это что-то вы делаете? Это выглядит... Так, опять мне надо сейчас сделать захват экрана. Это выглядит пока в тестовом режиме вот так. Еще нет стакана. MVP сейчас еще. Это MVP. Она выглядит вот Мгм. так. Весь инструментарий полностью в сотрудничестве с библиотеками TradingView. Они были запрошены официально юридическими лицами. Сюда будет выводиться работа АИ, и она выводится прямо на график. То есть, условно, я могу взять тренд. Сейчас пока не могу еще настроить период. Здесь пока нет. Сейчас в разработке это идет. Там могу, здесь нет. Мгм. Сейчас он должен его, если ребята ничего на серверах не делают, сейчас он должен вывести сюда результат. Ну, я обращаюсь непосредственно к серверу сюда напрямую, а также параллельно идет работа над терминалом. Отлично. То есть через TradingView мы будем просто смотреть пока отдельно Это на этот отдельный как терминал. индикатор. Это отдельный Мгм. абсолютно терминал, в котором будут интегрированы индикаторы кода, будут интегрированы все виды нейросетей. Сейчас их только 4, плюс наши отдельные модели. Они более сложные, более мощные, и они выглядят вот так. Это более мощные модели, они обучаются на различных периодах эпох. Это очень сложная история, вот их тут, я не знаю, штук 25, наверное, которые соревнуются между собой за выдачу. Это гораздо пока делается на облачных серверах, но мы планируем покупать свои сервера, потому что ресурсов требуется просто колоссальное количество. Наверное, ребята ведут работу, почему-то не выдается результат, но обычно он просто рисуется также на графике, в том же виде, в котором я показывал. И у тебя он просто отрисовывается.
Все понятно. Какой прогноз на ближайшее время дает? Чего ждать-то? Сегодня на дни, Ну если да, прям вот на эту неделю до конца недели. я покажу сейчас. Вот их, наверное, видно сейчас на экране. Заметки открыты у вас, мешает экрану смотреть. Я их и показываю, заметки. Это в заметках. Вот Ну, эфир. закрывайте их, чтобы было видно. Экран людям. В заметках и результаты, которые вы просите. Ага, понял. Вот биткоин на сегодняшний день. Вот биткоин. Это 7 дней, это 14 дней, это 30 дней, это 64 дня. Вот эфир. Эфир пока не очень хорошо выглядит. Это 7 Мгм. дней, это 14 дней, это 30 дней. И на 64 днях у него как раз переломные моменты после Нового года, тоже после января. Но я думаю, ближе к завершению вот этой эйфории, связанной с новой глобальной ценностью в виде главной криптовалюты. Собственно, вот так. А до Нового года что сами ждете, помимо индикаторов? Я думаю, что будет расти к Новому году, к концу, во второй декаде. Я думаю, будет рост. Сейчас я заметки уберу, чтобы они никому У не нас сейчас мешали. вторая декада. Ну, ближе к концу, я думаю, что будем расти. Ну, в целом я ожидаю, что мы где-то в январе. Так, мне надо что-то закрыть, здесь захват экрана, наверное. Вот так. Я ожидаю, что мы будем расти. С отскоками, Мгм. с ретестом, я думаю, в ближайшее время мы сотню перейдем. Вот, и начнем двигаться дальше. Ну, отлично. Но больше 120, вот этой вот эйфории, что мы там улетим на 200, ну, я пока этого не то, что даже и без нейросетей, в принципе, пока так не оцениваю. Хотя всякая присущая маньячность, в особенности в администрации а, первой экономики мира, она может быть. Тут ковид тоже никто не ждал. Поэтому все может быть. И безумие со стратегическим резервом, и вот эта вот борьба между теми, кто считает, что он сошел с ума, и между теми, кто считает, что новый избранный Где президент. деньги Да, первой экономики мира, где взять деньги для того, не чтобы знаю, купить биткоин? пока что у них больше триллиона уже расходная часть по процентам, и, по-моему, 36 триллионов, да? А у У них них сейчас не хватает денег только даже на обслуживание долга. Не то чтобы там какие-то зарплаты кому-то еще чего-то платить, у них не хватает на обслуживание долга. у То них есть не хватает сейчас проценты. обслужить долг, совершенно Так верно. что какой-то там Ну, биткоин купить они не могут. Сегодня Питер Шиф, вернее не сегодня, а в интернете появилась заметка о том, что в 2019 году Питер Шиф писал везде и рекомендовал правительству, как только биткоин достигнет 100 тысяч, продать его. Весь, который у него есть в запасе. м, возможно, возможно, поскольку ключевой уровень может быть. То есть для стратегических инвестиций в таких глобальных масштабах достижение сотни, и многие долгосрочники стали закрываться. Вот эта коррекция с этим и связана, потому что люди видят ключевую отметку в 100 тысяч. Господи, да несколько лет назад, да и о 70 никто не мечтал. Думали, дойдет, не дойдет. Многие вообще говорили, что в ноль все, закончилась история. Какая ценность, о чем вы говорите? Просто строчка кода. С учетом тех глобальных веяний, которые происходят, нестабильности, как оказалось, этот инструмент стали использовать в виде некого убежища для накопления. Вот они 100 тысяч. М. Вы не предполагаете, что они могут включить печатный станок опять через какое-то время? Тогда получается вопрос. На сегодняшний день ФРС сокращает огромными темпами деньги, которые у них уже были напечатаны. Они их изымают, очень сильно изымают из экономики. Потому что им нужно сейчас подготовиться к тому, что делать будет Трамп. Трамп экономист. Он не будет ради одного биткоина, только биткоина, печатать деньги в государстве, и чтобы купить только биткоин. У него других проблем полно.
он будет заниматься сейчас внешней экономикой больше, чем внутренней. А внутреннюю экономику тянет ФРС. И он не случайно сделал этот департамент эффективности для того, чтобы снести все расходы, сократить. А биткоин – это расходы. Это не расходы на накопление. Microsoft что сказал? Понятно, что у Microsoft, когда вчера они собирались для того, чтобы принять или не принять биткоин к себе на баланс, они от него отказались. И один из главных аргументов, что они видят, что он пока перегрет. И если будет снижение, да, они будут рассматривать этот вопрос дополнительно. Но опять же, они же точно так же говорили, когда им был, если помните, на заре только интернет, появился браузер Netscape Navigator. И когда Microsoft сказали, делайте свой браузер, они отказались. А потом вот сделали уже следующие свои. И так и везде. Они же отказывались от ИИ в первую очередь. И потом вот сейчас опять начали им заниматься. Они везде все время опаздывают. И с биткоином тоже, скорее всего, опаздывают. Но аргументы-то у них разумные, что они видят, что сейчас перегрето это все хозяйство. Значит, что-то они понимают в этом. Мы же не говорим, что они глупые. Денег-то у них больше, чем у всех. Значит, они не глупые. Ну, по логике, да. И поэтому я и не думаю, что сейчас все кинутся государствами прямо сию секунду его скупать. Да, и за интерес есть. Да, возможно, это будет там в ближайшем будущем, там 5-10 лет в перспективе. Возможно. А возможно, все это загнется быстро. Мы же не знаем будущего. У нас нет ни одного человека, кто летает в будущее и возвращается. У нас есть в основном сумасшедшие. Ну вот. Но с этим трудно не согласиться, но при этом я думаю, что мы оцениваем вероятности в первую очередь. Но вероятности, что загнутся, намного меньше, чем то, что начнут наоборот делать из этого перегон капитала. Ну, я так думаю, по крайней мере. Я думаю, отметку и 250 мы тоже увидим. Нет, мы увидим, может быть, и миллион, это без проблем. Но судя по тому, как дешевеют фиатные валюты государственные, скорее всего, мы увидим и большие деньги, это и большую цену. Но опять же, это не потому, что биткоин растет, а потому что фиат падает. И для того, чтобы он действительно реально начал рост, нужно на очень государственном уровне разочароваться в собственной финансовой системе. Знаете государство, которое реально разочаровалось в собственной финансовой системе? Возьмем, к примеру, Сальвадор. Так что Сальвадор объявил 2 дня назад? Что он хочет прекратить все эти игры с биткоином ввиду того, что у него не хватает денег на внутреннее потребление, и им нужен займ МВФ. А главный основной аргумент МВФа – прекратить раздавать биткоин внутри государства и им производить оплату. То есть выведите его из обращения. И Сальвадор это рассматривает сейчас. Ну, вывести из обращения, да, но при этом Сальвадор хорошо заработал на это. В рамках того, Да, сколько? ну, Больше, хорошо. Вопрос больше следующий. треть миллиарда, В- по-моему, если не ошибаюсь. Вопрос в следующем. Вот давайте так поговорим. Очень крупные игроки на сегодняшний день накопили большое количество биткоинов. Э, Они его изъяли из оборота. Да, он пополняется, да, у него есть, но не такими темпами, как они его скупили. Пройдет определенное время, этот же биткоин, как и кредиты, надо обслуживать. Потому что у любого фонда, и помимо основных средств, есть еще средства накопления, как биткоин. И для того, чтобы обслуживать это все, его надо в определенный момент продать. Но если они его накопили в большом количестве, они его продадут в большом количестве, что будет с рынком? Что будет с рынком? Рынок будет падать. А теперь учитываем тот же самый Сальвадор. К примеру, на сегодняшний день майнерская цена что-то там в районе 48,5 или 49,5, примерно там посмотреть надо, себестоимость его производства. И тогда получается, что если он упадет хотя бы до цены, средней цены майнерской, что будет с тем же самыми фондами? Они потеряют свою половину оборота? В какой-то момент времени, вот сейчас Сейлор напоминает, мне лично напоминает такого небольшого сумасшедшего, который постоянно берет кредит. Вот он взял кредит, он на этот кредит купил биткоин.
Он взял второй кредит, он купил биткоин, он начал продавать собственные акции, он купил биткоин. Он накопит критическую массу биткоина, когда он уже не сможет взять кредит и обслуживать не сможет все эти биткоины. Ему придется их продать. Не все, я не говорю, что он возьмет и все лупанет по рынку, но какую-то часть он будет его продавать. Но при этом цена не может постоянно находиться наверху, потому что биткоин все-таки волатильный актив. И он, допустим, цена будет его ниже в тот момент, чем он закупался вот сейчас по 100. Он будет в убытках. Такое уже было. Такое было, и он уже будет в убытках. И у него средняя цена сейчас уже чуть там больше 79 уже. Хотя раньше он покупал там и 3 200 у него цена была, потом цена у него была 32, сейчас в районе там 79, по-моему, 79. Вот и также фонды. В какой-то момент времени им нужно будет продать. В Но у какой-то них момент большое времени. количество. Это не физлица, у которых один биткоин на счету. Да нет, конечно. А эти люди создадут ту самую медвежку, которую так или иначе мы будем видеть. И из той медвежки надо будет тоже так же выбираться. Они будут, понятно, что выдавливать физлиц. Но физлиц-то уже будет приучены к цене 100, или кто купил по цене там 190. Они все равно будут ждать следующего пика, потому что они уже знают, что существуют рыночные циклы и что цена все равно вернется. Но замораживать деньги на 4 следующих года и ждать, когда цена опять туда вернется, ну, такое себе. Ну, делали же. Ну, делали, да, люди, я знаю, которые купили по Делали и будут 64 делать. и с радостью по 65 продали и сказали, фух, я вышел из этой фигни. Ну, это люди, это не фонды. Вот то, что... Я именно об этом А говорю, что люди, да. фонды не так работают. Им все равно надо будет обслуживать это все. И у них другая математика, у них другая бухгалтерия. Это не физические лица. На Я обслуживание думаю, что... любого актива нужны деньги. Я думаю, что этот актив будет потихонечку вообще уходить, в принципе, ну, уже ушел, наверное, в сторону как раз-таки фондов и институционалов. Это не для Это физических плохо. лиц. Я считаю, что это очень плохо, Ну, что изначальная это задумка, пришли. да, изначальная задумка тех людей, кто это создавал, конечно, была иная. Ну вот, но получилось как получилось. Это не будет сейчас инструментом, который будет всем доступен. Ну, посмотрим. Я не ожидаю, что в этом сезоне будет 200, как некоторые мечтают. Я прям знаю, что как бы И- уверенность у меня есть, что нельзя до этой цены доводить, Нет, потому что 200 это вообще через край будет, конечно. если они хотят привлечь в этот актив еще больше институционалов, крупные компании, вот, например, там Вилл Фарго, банк, тот, который буквально недавно падал, у которого были падения по 40%, по 50%, которых там пытались спасти. Вот Вилфарго буквально там на этой неделе, по-моему, в понедельник вечером или во вторник утром, они объявили, что они хотят на свой баланс привлечь биткоин. Ну, хорошее такое себе начинание. Еще один крупный банк из этого, из пятерки крупных американских банков тоже хотят привлечь. Но опять же, это институционал. А для чего они это все берут? Чтобы людям впаривать. Впаривать, чтобы бумажный биткоин. Оригинал они им не дадут, они будут давать бумажный. ETF, те самые ETP, ETF. Ну, все верно, для этого это и сделано. Это перестало быть маргинальным явлением уже. И вот А, это настораживает, поэтому это все-таки не децентрализация в итоге. Ну, если говорить технически, то все-таки централизация, а то, что децентрализация, ну, естественно, это и произошло именно для этого, для того, чтобы не дать в полной мере ощущать децентрализацию данного актива. Поэтому из той идеи маргинальной, которая изначально была задумана для этого инструмента, мы получили то, что получили. Ну, вот смотрите, опять же, возьмем японские банки. Крупные 5 банков в мире, самые крупные 5 банков в мире японские, потому что они датируют, в том числе и американские банки, и азиатские банки, они датируют, крупные японцы. Когда им задали вопрос, там вот, конференция же была недавно совсем, одному представителю этого японского банка задают вопрос, почему вы на свой баланс не хотите привлечь биткоин. Японец очень четко и, по-моему, правильно сказал. Он говорит, вы знаете, вот есть актив, который можно пощупать руками. Есть электронный актив, который биткоин.
иметь на счету актив, который подвержен волатильности и не имеет органа управления, для нас это странно. Вот он сказал. Ну, есть люди, которые Я так считают, да. да, и это тоже точка зрения, которая и будет превалировать. Мы здесь для чего? И я вот уверен на 99% и 9 десятых о том, что люди сюда пришли заработать только деньги, а не для того, чтобы накопить себе больше битка и где-то там через 50 лет им воспользоваться. Ну, нет, Людям конечно. нужны деньги сейчас. Поэтому замораживать деньги сейчас по 100 тысяч за биткоин и ждать, что он в следующем сезоне опять будет 100, ну, это, во-первых, опасно, ну, ну, это глупо. На трейдинге, имея те же самые 100 тысяч, человек, зарабатывая полпроцента, может сделать неплохой себе заработок даже по сравнению с тем же самым биткоином. Ну, Ну, если говорить о поэтому, физических лицах, именно так надо делать. Ну, собственно, ну, это какой-то очевидно. там биткоин, допустим, на счету все равно иметь нужно, и это понятно, что где-то там он должен быть. Но опять же, он должен быть только для того, чтобы Бог его знает, что будет в будущем, а не потому, что это стопроцентная панацея. Как недавно говорили, если у тебя биткоин на флешке, ты флешку грызть не будешь, ты захочешь хлеба. И все равно будешь продавать, потому что у людей существуют социальные проблемы и финансовые проблемы, которые им нужно решать и обслуживать. Больницы, не дай бог, у кого такое происходит. Машина старая там обновлять нужно, квартиры обновлять, там дети вырастают. Все равно это обслуживание семьи, оно занимает деньги. И деньги из хранения биткоина ты не вынешь никак. Да я Опять вообще же, зная считаю, его волатильность, на 3 года он там упал, и ты 3 года ждешь, когда он вырастет, чтобы в следующий раз ребенку купить куртку. Это глупо. что любая инвестиционная деятельность никак не должна быть сопряжена с рисками твоего существования сейчас. Конечно, конечно, Это в конечно. первую очередь. Поэтому, когда я слышу, люди иногда говорят, вот что делать там, типа, как мне научиться трейдить, а, типа, я не могу рисковать, там, и так далее, потому что есть какие-то жизненные там вещи, которые нужно решать, у меня всегда возникает вопрос. а, Вы не думали о том, что, в принципе, вся эта деятельность розничного инвестора и розничного трейдера, она не должна быть сопряжена с тем, что это каким-нибудь образом ставит под угрозу твои ежедневные потребности, не только твои, но и семьи в целом. Конечно. Поэтому в целом трейдинг, если мы говорим о трейдерах, то есть их две категории. Одни, которые получают зарплату за это и работают в фондах, работают в различных управляющих активами, в частных фондах и так далее. А есть розничные трейдеры, которые берут только часть средств, которые они готовы, в принципе, морально потерять, и с ними работают. И выстраивают определенные для себя стратегии, и те молодцы, у кого это получается сделать в постоянной какой-то прибыли. Больше, чем им может дать расчетный Как, счет в пока, банке. как показывает практика, интрадей трейдеры на маленький процент Интрадэ, получают прибыли больше, да, получают да. прибыли больше, чем кто торгует в долгосрок, замораживая средства, потому что объем торгов это одно, а прибыль, извлекаемая в данный момент и которую можно вывести в реальный сектор, она выше, чем у долгосрочного трейдера. Да, я пришел к Потому- торговле интрадэй через много лет. Изначально это была работа с альтами, по несколько дней, удержание, слитые депозиты. Потом я понял, что ты должен заходить. Во-первых, нужно сделать. Во-первых, нет золотой кнопки. Нельзя взять у кого-то что-то и думать, что у тебя все получится. Так это не работает. То есть эта золотая кнопка есть, но каждый ее находит сам. Вот это абсолютно простое правило. И во-вторых, отходя от экрана, если у тебя нет четкого asset allocation своего капитала, который выделен для инвестиционных целей, то торговать ты должен в течение дня. Поднял задницу от стула, ты можешь потерять. Даже автоматизация тебе может дать, конечно, снижение рисков, там, например, там стоп-лоссы или там какие-то роботы, которые по твоей стратегии работают. Есть, это используют институционалы, это используют розничные трейдеры, но, как правило, торговля ведется в течение дня. Потому Мне что очень понравилось, плакат на одном заводе висел, чтобы вот рабочее место было убрано, и там висел плакат: "Хаос нельзя автоматизировать", чтобы убирали рабочее место. Так и тут. Вот этот сейчас в данном случае крипторынок — это хаос. И все попытки его автоматизировать приводят к потере денег.
Да, основная цель, я уже давно об этом говорил и говорю, основная цель это не нападение, а защита на рынке. В первую очередь нужно защитить капитал. Если у тебя из Вот. 20 сделок 12 получается прибыльные, а остальные в безубыток или с небольшим убытком, то ты побеждаешь, все. Только здесь все сталкиваются с другой проблемой, что в целом трейдинг можно оценивать как некое искусство, вот, и любое искусство требует усидчивости и терпения и многих других факторов, именно внутрипсихологических. Об этом говорится в куче разных книжек, но и так далее. Это можно почитать, и послушать у инфлюенсеров различных и так далее, но мало кто это делает. Мало кто Советую ведет, не слушать инфлюенсеров всяких, в том да, числе и нас, и никого нас не ни в коем слушать, случае а никто, заниматься самообучением, саморазвитием. ну вот, Это принесет вам больше денег, чем конечно, где-то сидеть когда в я платных стал приватных каналах. Когда я стал торговать, то есть, ну, поначалу вот все приходят, например, да, когда начинают изучать, что в первую очередь им попадается. Основные торговые принципы, там это графические паттерны, методы Эллиота, там свечные паттерны, price action, потом, значит, индикаторы, там вот набери сейчас там технический анализ, и тебе сразу высыпется MACD, RSI и так далее, так далее, так далее. То есть все одно и то же. И сколько ты с этим не пробуй работать, у тебя ничего не получится. Для того, чтобы... Если нет Да. хорошего учителя, в первую очередь, если нет человека, который тебе покажет, расскажет, и не будет собственного желания обучаться, и обучаться нужно каждый день, просто каждый день, и много-много времени посвящать этому, потому что трейдинг как хобби не может быть, потому что любое хобби не должно сталкиваться с привлечением денег из семьи. Это получается как это пьяница в семье горе, так и тут трейдер в семье горе. Вот если человек, опять же, этому посвящает все свое время, в таком случае он не должен отвлекаться. Отвлекся, денег нет. Совершенно верно. Совершенно верно. Плюс я еще пришел к выводу, что я знаю таких людей лично в реале, которые, а, которые сталкивались с тем, что настолько увлекались этим процессом, что в какой-то момент решали, что это будет основной доход и основной заработок. Я честно не верю ни одному инфлюенсеру, который говорит, что только здесь он зарабатывает деньги. Только на это. Честно, вот искренне. Таких может быть там один-два. Даже у Ну, тех, кто торгует... я таких людей знаю, которые ушли из контор Ну, это трейдерских, единицы. брокерских. Это только Вот, единицы. сидят дома, у них уже квадратная задница, большие животы. Ну, я говорю, это э, единицы, которые сумели совладать с множеством психологических факторов и смогли с этим работать. Ну, это даже не как говорят, что там стандартная цифра 95/5. Я считаю, что гораздо меньше. Я считаю, что это 1%. В Да и основном 1%, скорее всего, нет даже нормального одного не будет. трейдера. Поэтому, если есть к этому увлечение, параллельно должны быть источники пассивного дохода, должна быть работа или бизнес-проекты, которые тебя увлекают. Или трейдинг ты делаешь в качестве бизнес-проекта. Вот, например, то, что касается того, что я показал, да, это только часть. Это тоже бизнес-процесс, это бизнес-проект для институционального капитала, а не для розничного пока что. Вот, это один из бизнес-проектов. А трейдинг и торговля, покупка, продажа биткоина, акций, золота или недвижки – это параллельная история. Но каждый день ты должен быть в безопасности, что у тебя есть деньги для того, чтобы не флешку грызть, а хлеба купить. Это совершенно точно. Ну, обязательно нужен какой-то бизнес в реале. В реале, конечно. Да и это может быть онлайн-бизнес. Почему? Это может быть Но онлайн-бизнес. это все равно реальный бизнес. Ну, реальный, Тот, который конечно, ты где у тебя можешь пощупать руками, Ну, конечно, где у тебя он бухгалтер реальный. есть, юрист есть, у тебя есть инженеры, менеджеры, у тебя есть разработчики, еще кто-то, которым ты платишь зарплату, и у тебя есть клиенты, которым ты что-то продаешь. И секретарша. У меня нет секретарши. Мне не нужна секретарша. Это Нет, упущение с нет, вашей стороны. это не упущение, меня жена побьет. Ты что? Нельзя Если у секретарша. вас девушка нет, да, мне жена не позволяет. Мне жена не позволяет, да, вот то же самое. Вот. Ну что, может, пробежимся? Там у ребят было куча всяких вопросов, они в самом начале Я попросили. готов народу отвечать на вопросы. Да, по чату, вот из того, что у меня Пускай. открыто. Зи. Мне сегодня написали вопросы, очень кучу большую в личку. А,
Да, ну Давайте по ним начнем. я выборочно отвечу просто-напросто, что думаю по альтсезону. Будет альтсезон или не будет альтсезон? Это главный вопрос, который людей беспокоит. Таких вопросов больше. Давайте разберемся, что мы хотим от альтсезона. У нас альтсезон наступает после того, как биткоин заканчивает свое основное движение. В тот момент, когда начинается распределение биткоина, то есть дорогой биткоин отдает тем, кто запрыгнул в последний вагон, им запихивает этот биткоин. И на эти деньги начинает откупать альту по порядку, скажем, важности, начиная от эфира и спускаясь вниз. Это сама схема простая. Так вот, если мы считаем, и если люди считают, что биткоин уже вырос, все, и сейчас наступило распределение, то в таком случае вот он вам альтсезон. Если вам такой альтсезон не нравится, тогда смотрим на биткоин и дальше продолжаем. Э, Если мы ожидаем, что биткоин еще немножко подрастет, значит, вырастет немножко доминация, соответственно, альта не так сильно будет расти или еще не вырастет. Э, В одном чате полоумный мальчик написал после нашего прошлого стрима, что МС сказал, что бычка закончилась. Ну, бывают люди немножко не в себе. Отвечу такому человеку. Я не сказал, что бычка закончилась. Я сказал, что все паттерны, которые были на графике ранее. Первый паттерн. Можно я раздам график? Так, сейчас я тогда свой закрою, секундочку. Да, отдал. Так, секунду. Секунду. Я не помню, про бычку закончилось. Я помню, что МС говорил про коррекцию, которая должна вот-вот уже быть, и что мы дойдем примерно там, ну, до 120, может, чуть ниже, может, ну, вот так где-то. Это я Э, помню разговор. Да, сейчас секунду, я пытаюсь открыть экран, Все слышат то, что поделиться. хотят услышать? Так, видно? Да, да, я вижу. Так, В Zoom, возьму в биткоин. OBS есть, значит, и там есть. Ну и отлично. Недельный откроем. Я показывал о том, что у нас был первый паттерн, который все видели, все на него смотрели. Это чашка с ручкой. Я о нем говорил еще в феврале этого года, в самом начале, что на экране мы видим чашку с ручкой, что она будет, и дальше пойдет отработка. Вот она, эта чашка с ручкой, отработала. Для того, чтобы понять, отработало это или нет, это движение должно быть хотя бы 62% от глубины этой чашки с ручки. Паттерн этот отработал. Все. К нему уже можно тупо не возвращаться, потому что он отработал. И я это сказал, что паттерн этот отработал. Дальше. Второй паттерн, который здесь же отработал, о котором я тоже говорил, это Curve Parabolic паттерн. Это паттерн вот этот. Здесь было все базы исполнены, идет распределение в верхушке этого паттерна Curve Parabolic. Он тоже отработал. Все. По нему уже можно совершенно спокойно не смотреть. Дальше. Секунду. По нему, по этому Curve Parabolic паттерну, можно было посмотреть, куда должен быть финальный фитиль этого паттерна. Сейчас, секунду. Вот он, финальный фитиль, дошел сюда. Здесь, вот как я и говорил, выход выше 90. Это было на покупке Майклом Сейлором. Он сколько там купил? 15 тысяч. Вот это был его выход. Чтобы посмотреть, что это 15 тысяч, достаточно открыть. Есть такой сайт, я многим уже говорил, здесь можно зарегистрироваться. Это Gitrox. Так, прошу прощения. Сейчас мы включим недельку. И можно посмотреть, сколько здесь было куплено.
куплено и продано 168 вот в этом пике. Это как раз и говорит о том, сколько там у нас было продано институционалами. 120. Ну, это где-то вот 40, это плюс-минус торговля вверх-вниз. То есть 20 вверх, 20 вниз. Кто-то докупался. Вот этот вот выход, это я считаю, что это выход был от Майкла Сейлора. Поэтому здесь паттерн тоже отработал. Куда мы дальше можем прийти? Мы можем прийти в цену 110-113. Ну, средний берем 112. По этому паттерну это еще движение не закончено. Ну, вернее как, не само движение, а отработка именно вот этого падения по распределению в курв параболик паттерн. Вот цена, куда должна еще прийти. Но паттерн уже отработал. И я это сказал. Бычка еще не окончена. Так что пусть люди не придумывают и мои слова не передергивают. Либо человек недалекий, либо не слышит то, что говорят. Дальше. Это второй, вернее, это уже третий после курв параболик, куда мы, по идее, можем прийти. Я на прошлом также стриме сказал, что я бы цену держал где-то в районе 98-100. Только для того, чтобы людям дать надежду, что цена еще улетит и на 200, и на 500, и на миллион, и куда угодно. Но я бы не пустил цену выше. Лично я не пустил бы. Почему? Вот здесь бы начать распределение, сделать небольшую пилу на месяц, на два, и со спокойной душой можно вниз уходить. У нас есть облако слиншот, которое даже на недельном графике показывает, что у нас нижняя граница падения все еще может быть до 61. Я не говорю, что он упадет сюда. Поэтому полоумных тоже прошу выслушать внимательно. Я не говорю, что он сюда упадет. Просто в данный момент, на данную минуту, на данную секунду облако слиншот показывает, что нижняя граница падения, если вдруг начнут что-то там сливать в большом количестве, возможно, это вот 61 800. 51% от 120 как раз. А верхняя граница на Да, 70 находится. возможно, совершенно возможно. Дальше, если мы посмотрим там месячный, допустим, график, то у нас есть имбаланс. У нас есть имбаланс. Опять же, фиба по имбалансу там я людям обещал показать, я покажу. Двух. Это вот тестирование зоны имбаланса. Возможно. Это опять же возможное, потому что у нас на графике возможно все. Мы можем как улететь сейчас 0,5, в да? небеса. Я вижу 0,5. Ну да, 0,5, но у Да, меня и да, просто она там так есть этот настроена. уровень и по FIBA, и по каналу, и по другим вариантам. Вот. Поэтому я все еще думаю, что здесь где-то в этом промежуточке нас могут и погонять, и поддержать, и все что угодно сделать. Вот более точная цена по имбалансу. Если дальше смотреть, что будет. Сейчас, в тот момент, когда цена находится в прайс-экшене, а прайс-экшен это когда цена вышла выше показа индикаторов, и индикаторы пока не могут определить, потому что индикаторы не показывают будущее, они показывают прошлое, то сейчас еще прошлого не существует, потому что мы летим в настоящем. И как только цена в прайс-экшене будет показывать какой-то другой паттерн, мы будем смотреть, следить, что это будет за паттерн, что он будет показывать, куда нас будут вести. Вот это price action, это есть, я в 2021 году еще, по-моему, людям говорил, вот это цена невесомости, когда неизвестно, что может произойти дальше. Мы можем как улететь, так и упасть. Вот сейчас вот цена находится именно здесь, в той самой невесомости. Вот что хотел именно сказать по этому поводу. Дальше. По фибам. Люди меня спрашивали, покажите по фибе, там, расскажите по фибе, как вы определяете уровни или еще прочее. Для того, чтобы начать рассказывать полностью все про фибу, я людям говорил, изучите пока самое основное. Самое основное – это движение по доу. Это самое простое, что может быть. Сейчас на экране у нас именно стопроцентная отработка движения по доу. У нас есть первоначальный импульс, который задал крупный игрок. У нас есть участие крупного игрока в привлечении розничного инвестора. И третье, последнее движение – это публичное участие.
когда вот сюда уже, вот на самый пик, хомяки, как на шампур, одеваются и заскакивают в цену 100, потому что вот здесь им было покупать страшно, а вот здесь им покупать выгодно, и они здесь вот запрыгивают. Вот это движение по Доу. Теперь смотрите, все очень просто. Если мы увидели вот это движение по Доу, то в таком случае мы можем определить, куда, по идее, цена может прийти. У нас есть первая свеча импульса. Вот она. И это максимальная... Вот сейчас я фибу изменю на фибу и изменю. Секунду. На стандартную фибу, чтобы людям было видно. У меня несколько фиб, я их здесь сохранил для того, чтобы можно было работать. Переверну. Я ее неправильно сделал. Вот смотрите. Почему я говорил, что у нас здесь все уже закончилось и отработало. Вот у нас есть первое движение. По именно этому первому движению можно определить, куда цена придет в будущем. Чтобы все на график не лепить, я покажу далеко, наверное. О, вот так лучше. Вот смотрите. Первое движение, вот оно по Доу было отработано. У нас есть дальше второе движение. Обратите внимание, основная свеча движения находится на 1,68. И приходит оно в 3,68. Видите? Это отработка. То есть мы уже знаем границы, куда мы пойдем. Если вы видите импульс, который был создан крупным игроком на любой вообще на любом монете, на любом активе, видите это, то вы в таком случае можете определить дальнейшие импульсы и границы, где у вас будут линии поддержки, линии сопротивления, основные уровни и так далее. Вот мы определили эти уровни, куда мы вышли. В данный момент я вижу, что мы вышли уже даже за границы предполагаемой максимальной цены. Я всегда ее красным выделяю, 4618. Мы вышли. Можно еще добавить, например, будет 5618. Ну, давайте сделаем. Чтобы было видно. Видите, цена пришла 5618. Мы здесь находимся. Это уже просто за гранью. Поэтому я считаю, что вот эти все паттерны здесь отработали, и вот здесь принимается решение, что будет дальше. Либо цены будут двигать выше, либо цена просто уйдет сейчас на коррекцию. Если цена сейчас уйдет на коррекцию, то в таком случае это самый лучший для биткоина исход. Он сейчас охладится, охладит индикаторы, даст возможность вздохнуть альте, и альта немножко наберет жирок. Дальше, при следующем движении биткоина, потому что он уже охладился, у нас есть возможность и в 2025 году подорговать. И это движение в 2025 году будет продолжено, но это будет органический, нормальный человеческий рост. И тогда весь этот рост мы можем забрать. Куда можем забрать? Давайте начертим 6618. Я понимаю, что это смешно, но мы, по крайней мере, определим, что цена может прийти в 117. Вот мы определили все уровни по этому движению, а мы знаем только одно движение по Доу. Всего одно. От начала импульса до его окончания. Тень свечи – это тоже свеча, поэтому все пики тоже мы рисуем именно по теням свечей. Здесь, если бы была бы тень от этого импульса начала, но обычно все жирные свечки, они такого импульса не имеют, они все, вернее, как не имеют тени, они полнотелые свечи. Вот мы движение к нему пришли. Вот ожидаем, что здесь где-то в этот момент будет происходить следующее движение. Оно не такое уж большое, обратите внимание, это всего, ну сколько, 15 тысяч еще роста, возможен, от цены 102, возможно. И здесь мы можем еще заработать. Если мы здесь заработаем, то при охлаждении биткоина у нас есть возможность получить небольшой альтсезон. Но основной альтсезон начнется, когда мы достигнем какой-то критической цены по биткоину. Это ответ на то, когда будет альтсезон, что с ним будет. Альтсезон будет. Будет ли он таким большим? Вот мне тоже задавали важный вопрос. Увидим ли мы 100 иксов, 500 иксов, 1000 иксов? Единичные проекты, новые, хайпные, возможно, они покажут и 1000 иксов.
Но основные проекты, те, которые у вас на слуху, те, которые вы видите, я думаю, что они не покажут такого большого роста. И почему они это не сделают? Во-первых, биткоин стал тяжелый. Тяжелый в плане цены. Он забирает большую ликвидность. Кто забирает эту ликвидность? Эту ликвидность в биткоине забирают институционалы. Они не планируют его продавать. Они его будут продавать какое-то количество, 10, 15, 20, 30%. Я не знаю, какие у них там планы. Они его будут продавать там наверху, но это не сейчас. Поэтому, и опять же, они будут продавать эти деньги, оставлять себе. Это не розничные инвесторы. Мы получаем движения основные с розничных инвесторов. Вот посмотрите на эту свечу. Эта свеча длинная, это свеча розничного инвестора. Хотя на самом деле она тоже сформирована крупным игроком. Но розница – это дорогая цена. Опять же, берем Microsoft, который объявил, что цена в данный момент для них перегрета. Но розничный инвестор еще более боится этой цены. Поэтому он тоже говорит, что, возможно, цена перегрета. Я, возможно, ошибаюсь. Я наверняка ошибаюсь. Я 100% ошибаюсь в этом во всем. Если вы считаете, что у вас другое мнение, здорово, классно. Делитесь своим мнением, показывайте это все, никаких проблем нету. Меня можно не слушать, потому что я обычно чушь несу, вот не слушайте всю эту мою чушь. Это то, что касается по всем этим фибам. Теперь еще давайте посмотрим. У нас было движение по этой фибе. Давайте посмотрим от начала этого импульса до конца этого импульса, где у нас находятся основные деньги, основные проторговки. Именно основные проторговки. Вот мы видим эту цену. Теперь посмотрим от нее, натянем фибу. Вот некоторые говорят, зачем это делать, а я показываю, что можно узнать. Сейчас придется ее опять раз перевернуть, извиняюсь. Вот мы видим все эти движения по этой фибе. Здесь у меня первый вход, мы определили, и дальше мы видим, где у нас было окончание границы этого всего. Это на 3618. Вот 3618, это все движение мы отработали. Вот эта цена, видите здесь, она просто уже захайплена, она уже находится там, где объем торговок нету. Достаточно 2 биткоина продать, и цена либо падает, либо растет. И это видно на графике. Основная проторговка была здесь, ценовая. Значит, и падать с легкостью вот такой биткоин здесь может. Поэтому тот, кто говорит, что мы никогда не увидим 60, мы никогда не увидим 40, ну, это сомнительно. Судя по тому, как мы падали в 2021 году и в 2022 году до начала 2023 года, то все возможно. В этом мире все возможно. Вот что я показал, вот все, что я рассказал. Отдаю вам экран. Ну что, поотвечаем на вопросики по чату. Очень интересно, МС. Спасибо большое, ребят. Большая просьба. Обязательно подписаться на канал, если вы в первый раз пришли, пролайкать эту трансляцию, чтобы больше было охвата аудитории, и по возможности по окончанию трансляции накидайте комментариев. Наше сообщество будет расти. Да, Давайте. заранее мы вам будем благодарны. Да, есть ссылочки на МС, если вы впервые его слышите. Огромный багаж знаний в части технического анализа и также касательно фундаментальных вещей, связанных с различными альт-проектами. Рекомендую подписаться. Также есть ссылочка на новостной канал и есть ссылочка на блокчейн-платформу Bastion. У нас они тоже есть и у меня, и у МС. Ну что, по вопросам пройдемся, МС, что думаете? Да, давайте я отвечу на животрепещущие вопросы. Буквально Давайте. два стрима назад меня начали спрашивать, скажите, пожалуйста, что с монетой Кон? Помните, я говорил, что монета Кон, которая Konami Pay, она начала свое развитие. Сейчас они объединились с крупными продавцами билетов, авиабилетов, туров. Теперь она будет там называться в какой-то момент Jet, где-то ее уже поменяли, тикер где-то еще не поменяли, но за счет того, что привлечены новые покупатели и новый интерес, монета уже выросла. Она там 178% показала в течение одной недели. Это то, что касается кон.
По поводу монеты Кона. Пока печально. Новая команда не набрана, но и не развалилась. Я общался с представителем Konami Network. Они сказали, что пока не надо влазить в проект, он не загнулся, они ищут нового инвестора. Сейчас у них команда пытается что-то там переделать. На что я понял, что пока я попридержу свои иконы, не продам даже на этой цене. Так бывает, что проекты помирают. Может быть, проект отрастет. По поводу Z, которые Zero Swap. Тоже видели, и я это говорил, что не смотрите фат, который присутствует на рынке. Не слушайте людей, которые не понимают в этом всем и кричат «МС загнал в Z». МС загнал в Z, кто умный, уже снял с него 7 иксов буквально прошлым летом, этим летом. А кто не смог это сделать, напугались и продали за 2 копейки, а кто умный, откупился. Цена вернулась на ту же самую цену, где она была до падения, и находится на тех же ценах, как и вся остальная альта примерно. Поэтому я, как и говорил, это цирк, и этот цирк отработал. Трусы продали, а умные откупили. Это то, что касается ЗИ. По Хибару. Вот меня спрашивали тоже сегодня по Хибару, пора ли его продавать или прочее. Опять же отвечу, если вы считаете, что альтсезон закончился, если вы считаете, что все закончилось, продавайте. Если у вас есть дневник трейдера и у вас есть свой собственный план продаж, в таком случае такой вопрос не стоит, продавать или не продавать. Хибар, я думаю, еще подрастет. У Хибара очень большой задел. Я в прошлом где-то, может быть, в 2022 году рассказывал об этом проекте максимально долго, максимально много и показывал полную раскладку, по каким ценам я его жду. Где-то там в интернете есть стрим. Теперь самый животрепещущий вопрос по поводу Heaven протокола. Я нахожусь на связи с разработчиками, я нахожусь на связи с администраторами всех платформ, где идет общение. У меня чуть больше информации по поводу Heaven. У меня пока страха нет. Да, сейчас существует момент, что обнаружен был новый эксплойт. Этот эксплойт не связан конкретно с Heaven, он связан с Monero. Если вы помните, что этим летом была информация о том, что финские правоохранители могут отслеживать все транзакции в Monero. Ну, как бы мы все посмеялись и сказали, ха-ха-ха, Monero децентрализация. А оказалось, вот в чем проблема. Этим эксплойтом воспользовались не только правоохранители, но и хакеры, которые смогли влезть и в сам проект Monero, и в том числе в те проекты, которые сделали на блокчейне по Monero и Heaven в том числе. Они нашли эту дыру, и сейчас они ее исправили. Бегу вперед на 2 шага, прям не больше. Сама команда на сегодняшний день исправила этот эксплойт. Они ее пытаются закрыть именно в кошельках. Именно в кошельках. Это позволило, используя этот эксплойт, напечатать еще 300 миллионов лишних хевенов. Сколько их на самом деле напечатано, пока неизвестно. На хевене идет сейчас в данный момент аудит. Скорее всего, аудит, как он был закончен, 26 числа будет закончен первая часть и 2 января финальная часть, но команде придется делать второй аудит. И они, скорее всего, сделают второй аудит. Не забывайте следить за новостями, и я буду рассказывать о том, что и как сделать. Почему второй аудит? Когда они закроют эту дыру, им нужно определить, сколько лишних хевенов было напечатано за счет этой дыры. И, опять же, забегая вперед, команда принимает решение, удалить эти хевены или не удалить эти хевены. Единственная биржа TradeOgre на сегодняшний день не отключила торговлю, хотя блокчейн заблокирован, а торговля с кошельков на TradeOgre идет. Лично мое мнение, опять же, это только лично мое мнение, что TradeOgre в
сговоре с этим хакером, скорее всего, и они там шуры-муры, и поэтому продают вот эти вот. Не покупайте пока на TradeOgre монеты. Почему? Есть шанс, что их могут просто удалить. Потом, когда вот аудит закончится, и есть шанс, что их удалят. Потому что на сегодняшний день большая часть людей аудит прошла. Это вот я вам прям свежую информацию выдаю от первоисточника. Если есть другие вопросы, давайте я вам поотвечаю. Так, там в чате много вопросов, сейчас я посмотрю. Так, про зимы сказали. Люди меня спрашивают, Фил изи, консервативно. Я не даю точек входа, точек выхода, не М, прогнозирую примерные цены, не прогнозирую я их, потому что у меня нет хрустального шара, да и прогноз это дело такое себе. Люди не понимают, когда я прихожу на стримы и рассказываю о проектах, которые мне интересны. Я никому ничего не впариваю, никому не заставляю что-то покупать, не рекламирую. Я рассказываю, что лично мне интересно, почему это интересно. И обычно я прикладываю какие-то интересные вещи в самой монете, для чего она используется, где используется. Например, сегодня, если кто-то знает, я у себя в новостном канале выложил новую монету Зано. Я сейчас на нее ссылку скину в чат. Вот, монета Зана. Я за ней следил давно, но я не рассказывал ни одной монеты сейчас все это время только потому, что люди неправильно воспринимают информацию, которую я даю. А мне хейт уже этот, ну, не хочется слушать этот хейт. Я вроде как пытаюсь помочь людям разобраться в монетах и принять решение, покупать муть или не покупать муть. А люди считают, что я кому-то что-то рекламирую, я у кого-то на зарплате. Я ни у кого не на зарплате. Я это рассказываю по глупой доброте душевной, не более того. Посмотрите, как Зана отросло. Оно 12 иксов сделало, что интересно. Вот все, что я хотел дальше та- сказать. По Там что-то ЗИЛ. ЗИЛ хорошая монета, растет. ЗИЛ, Вырастет Кона, она. Фил, АМП, ТЭЛ, HBAR мы посмотрели. Авакс. Про Авакс я рассказывал. Авакс стоящая монета, потому что у меня где-то в 2021 году был стрим, и я на нем рассказывал, что мои друзья-программисты, они в Канаде работают, большинство проектов они перестали делать на эфире ввиду того, что эфир стал более централизированный, с огромными комиссиями, он стал тяжелый и неповоротливый, плюс в нем планировали, что будет изменение в самой политике, переход с Proof of Work на Proof of Stake, но никому он это 100 лет не надо было. И они ушли на Авакс. Они делали очень много проектов на Аваксе. Это было интересно. Там есть стрим, можно послушать, я рассказывал об этом. Пишите вопросы, я отвечу. Еще что-то было, сейчас посмотрим. ЗИЛ говорили, Фил говорили. Расскажите, пожалуйста, о чем на сегодняшний день ценность лайткоина? Э, М, давайте допустим о том, что лайткоин и все остальные монеты, например, биткоин кэш, они все неинтересны, потому что, во-первых, это не биткоин и не эфир, а непонятно что. Но посмотрите, что делает на сегодня Coinbase Pro и что делает на сегодняшний день Coinbase Premium. Они эти монеты у себя разместили торговлю фьючерсами. Они забирают все монеты, которые сделаны на блокчейне биткоина. Лайткоин присутствует практически во всех обменниках. То есть, если вы берете, заходите на обменник, чтобы обменять свои деньги на фиат, лайткоин принимают везде. Он более платежный. Биткоин, кэш и лайткоин. Поэтому вот в чем его ценность. Это ценность в том, что в нем можно что-то выводить. Например, вы спрашиваете, вот моя монета достигла 100 иксов, миллион иксов. Во что выходить? Если выйти в эфир, он упадет, и вы потеряете 75% стоимости.
Если вы выйдете в стейблкоин USDT, который Tether, то в таком случае Tether заблокирует вам эти деньги. Лайткоин– это тоже способ выйти. Да, в какой-то момент будет просадка, да, в какой-то момент будет потеря ценности и стоимости, но, по крайней мере, это сбережение денег. Лайткоин это позволяет делать. Ну, он как платежный в основном, биткоин кэш, он не везде в обменниках там есть. Ну да. А что можете сказать про доминацию битка над эфиром? Ну, слушайте, можно еще посмотреть о гречневой каше. Биткоин– это биткоин, эфир– это эфир. Каждая любая другая отдельная монета, она отдельно. У каждого существует своя доминация. Пока доминация биткоина растет, все остальные будут падать. Если смотреть отношения между доминацией биткоина и эфира, в таком случае мы можем увидеть тот момент, когда крупный капитал будет выходить из биткоина и переходить, например, в альткоины. Это будет видно на доминации. Посмотрите Dash, пожалуйста. Ну, это Dash хорошая монетка. Dash у меня есть. Она, слава богу, присутствует у меня в кошельке. Я набирал ее, когда цена была 22. Я ждал пониже немножко, я ждал по 17 400, но она там, по-моему, до 19 доходила. И я просто в этот момент был не у компьютера и купить не успел. Это У то, него, что касается Dash. кстати, идет на недельке намек на то, что может через какое-то время, это неделька, конечно, может выйти в зеленый Ловим, денежный поток. ловим его на 90. Пока. М, На самом деле можно вот что как определить, пошли ли 78 деньги сейчас он туда хотят. куда? Ну, ближайшие 77. Ну, пускай. Как можно определить по поводу того, что с Дэшем? Посмотрите, как Дэш полетел в 2019 году, в 2020 вернее. Посмотрите, в 2020 была свечка с каких-то копеек на 181 свечой. Посмотрите, тень. 2020 год. Какой месяц? Вот это? 21 уже. По-моему, на Binance это была свечка. Вон она, 21 например. город март. Вот это может быть. Да, да, вот она свечка. Вот когда увидите вот такой фитиль, это значит, туда пришел крупный игрок и дальше будут входить. На Binance это было. Вы А это у смотрите меня по Apollonix. Logix, надо на Binance смотреть. Там прям было видно, она улетела с 60 на 180 сразу одной свечой. Я помню этот момент, даже взвизгнул. Вон она слева у вас, ее видно там. Ну да. Пока такой нет. Как будет видно такую свечку, значит, крупный игрок пришел. У Дэш он так ходит. Перед каждым сезоном у него всегда такая вот длинная свеча это отрисовывается. Если еще есть вопросы, давайте я отвечу. Если нет, давайте тогда Тогда завершим, побежим. ребят, так что задавайте. Ярослав Васильков, треть зафиксирую на цене 77. Да не дурите. Минимум 180. Первая фиксация. Минимум 180, первая фиксация. По Dash 0,5 точно ложится в зону справедливой цены. Если туда зайдет интерес, то он пойдет туда. МС, можно ли хранить деньги в таких инструментах, как PAXG? PAXG– это золото, цифровое золото, которое придумали братья Winklevoss. На их бирже Gemini находится первый тикер, куда они его сделали, залистили. Это цена относительная к золоту. Да, можно. Почему нет? Золото растет. Китай впервые за последние 8 месяцев, начиная с этого месяца, с 1 декабря, начал заново закупать золото.
Золото они будут закупать минимум еще полгода. Значит, цена на золото будет расти. По поводу АМП. АМП хорошо пошел. АМП пошел великолепно. Я его рекламировал, я его впаривал, я его рассовывал, всех туда загонял. Все что угодно можно сказать, но посмотрите, как АМП отреагировал на падение битка, когда вся крипта повалилась. АМП не упал. Посмотрите на него, как он хорошо удержал этот удар относительно другой крипты. Человек говорит, купил фил. Был стрим, я не помню когда, по-моему, год назад, и я тогда говорил, когда он стоил $2, 2,33, что люди, если кто-то не успел в ракету по Солане, смело заходите в фил, эта ракета еще покажет. Даже если сейчас вы возьмете лонг, обыкновенный простой лонг, с длинным стопом ниже, где-то в районе там 3,88, чтобы у вас стоп был, то в таком случае минимум при цене $21 за фил вы можете закрыть этот лонг. Вот такой лонг я по нему ожидаю. Даже вот просто тупо с текущих, но с длинным стопом. Вы заработаете немало денег. Я АМП советовал набирать еще 3 года назад. Я не знаю, насколько вы там 3 года назад его советовали. Я его советовал точно, впаривал и загонял в него на всех стримах, которые у меня были. То же самое там 3 года назад. Хорошая монета. И я ей рассказал, почему она хорошая. Amplifier– это типа как усилитель. Это один из проектов Binance Lab. Я о нем тоже рассказывал. И даже есть у меня где-то там в новостном канале, можно посмотреть про них. Посмотрите, пожалуйста, Тезос. Супер замечательная монетка. И о Тезосе я в 2021 году говорил, берите, не думайте, смело заходите в него, в Тезос. Только я это проговорил, где-то через месяцев 6-8 пошла информация о том, что банки Benelux сделали между собой платежную систему на Тезосе. Французский банк Пари Париба включил его как одно из средств перевода, мгновенных переводов денег между банками Евросоюза. Первые банки Benelux туда были включены. Я тоже об этом рассказывал. Вот я любил эту монетку ICP Tezos. Очень классно ходили, очень технично. Тезис, она самая простая в понимании. Вот у нее сейчас, обратите внимание, вот эти 3 движения по доу. Они очень четко. И сейчас монета охлаждается. Но она уже, как мне кажется, она сейчас уже пришла к тому, чтобы сделать еще следующие 3 движения по доу. И таких 3 будет движения. То есть 3 по 3. Я рассказывал на своих где-то там стримах о том, что надо искать на графике, как надо понять график. Если вы на графике научитесь находить 3 движения, 3 главных движения, в таком случае вам графики станут понятны. Ищите тройки. Хорошая монетка. Я помню, с ковидом в больнице лежал, я ее торговал с телефона. Что делать категорически было нельзя. Но, как сейчас помню, $700 на ней заработал. За несколько часов. По поводу монеты XAR. Она уже вышла, я как и говорил, она сейчас накапливается. Я ее тоже прикупил, эту монетку, она у меня есть. И я про нее рассказывал, она у меня есть в новостном канале. Можно набрать по тикеру XAR, найти. На Бастионе тоже, кто у меня есть на Бастионе, тоже XAR может найти. Ну, развитие у этой монеты будет, и движение по этой монете будет. Посмотрите, она какие свечи там рисует уже. Такие большие свечки с такими тенями говорит о том, что туда крупный инвестор заходит, чтобы купить.
VIF USDT. VIF USDT. Не знаю, что это такое. Что думаете по XLM? XLM XLM. старичок. Давайте я вам тоже одну вещь покажу. Дать экран? Я сейчас его сам у вас заберу, если вы дадите. Я закрыл. Отлично. Сейчас я попробую найти. Давайте я людям одну вещь покажу. Давайте посмотрим, как себя ведет XRP и XLM относительно... Отключу ненужные индикаторы. Как они ведут себя относительно биткоина. Автомат где у нас? О, автомат. Добавляем XRP и USDT. И теперь смотрим, что у нас происходит на пиках. Пик 17-18 года у нас летит XRP. 21 год. Пик у нас летит XRP. Что у нас сейчас происходит? У нас летит XRP. Я бы не стал ждать 100 миллионов долларов за нее, как XLM и так далее, потому что все это одна и та же шайка-лейка. Я думаю, что это показательно, если смотреть относительно всего рынка. Красный цвет, может, кому-то не нравится, раздражает. Давайте посмотрим на желтый. Вот так. Людям больше видно желтые линии. Вот что касаемо XRP и XLM. На каждом пике рынка обязательно XRP и XLM все эти растут. Сейчас рост есть. Все, отдаю вам обратный экран. Надеюсь, ответил на этот вопрос. Ребят, не забываем про лайки, про подписки Да. на гостя, на этот И канал. заранее нам это пишите вопросы прям заранее себе. И чтобы, когда мы на стриме, чтобы вот так потом не сидеть и не ждать, не втыкать как его называют, в чат в ожидании вашего вопроса. По поводу Tailcoin. Посмотрите, как Tailcoin растет. На нем уже некоторые люди начинают разгружаться. У кого какая стратегия. Но Tail хорошо пошел, он нормально отработал. У него был момент, когда он скорректировался, прошло второе движение. Я думаю, что третье движение по Tail еще будет. Хорошая монетка. О ней я тоже рассказывал. В новостном канале она у меня есть. И на Бастионе все рассказы о Tail есть. Кстати, посмотрите, как работал Tailcoin в прошлом сезоне. Сейчас Не я могут ли найду заблокировать... сначала. Да, вот вопрос. Не могут ли заблокировать кошельки SPAX-G, если хранить в нем зафиксированные сбычки? Могут. Могут заблокировать любую валюту, которую вы только можете себе представить. Любую крипту могут заблокировать. Например, вы сейчас у себя на кошельке держите $1000 в монетах. Ваш кошелек на бычке вырастет в 10 тысяч долларов. Биржа может просто остановить ваш аккаунт и сказать: подтвердите наличие не просто этих средств, где вы взяли, и просто ограничить вам движение этих денег. Поэтому, если вы получаете хоть какую-то маломальскую прибыль, старайтесь не раздражать биржи, а выводить деньги хотя бы быстренько частями, чтобы они видели, что у вас постоянно идет оборот средств на кошельке, что у вас он горячий, а не холодный, потому что есть холодные кошельки биржевые, ваши аккаунты холодные. Когда вы положили монету год назад, а потом через год ее продали, у вас много денег, вы попытаетесь деньги вывести, биржа это вызовет вопросы. Хотя, знаете все, биржа не разыскной и не удостоверяющий центр. Оно не является проверяющим органом. Оно не может требовать с вас эти документы. Но биржи на это идут
и говорят, ну, не нравится, до свидания, и перестает отвечать. Поэтому не раздражайте биржи, старайтесь почаще выводить оттуда деньги. Ну, лучше вообще, если вы торгуете интрадей, там держать только ту часть депозита, которая постоянно работает. То, что на излишках, должно быть на кошельке. Да. Так, у Больше нас нет, да, уже очень вопросов? много, да, у нас очень много времени уже прошло. Или- Я тоже со всеми прощаюсь. По поводу Фибы. Люди просили там разобрать. Давайте сделаем настоящий полноценный стрим. Не тогда, когда у нас главные вопросы будет альтсезон, не будет альтсезон и что с биткоином. Когда у нас будет просто возможность на графике спокойно показывать. Все покажем, все расскажем. Расскажем полноценно, как составлять эти фибы, как делать, откуда тянуть, как смотреть, как уровни определять, как и пользоваться, является ли фиба вообще панацеей или не является. Все это мы рассмотрим. Помимо этого, мы сделаем, возможно, видео вдвоем с Гошей соберемся и сделаем видео. Да, ребят, что касается, я так быстро сегодня навскользь показал, запутанно, я думаю, что для большинства. Чтобы полноценно его разобрать, надо делать либо видео, все, что касается работы с FIBA и те инструменты, которые там каждый из нас использует, ну, постоянно, является ли панацеей или не является, тоже это все можно обсудить. И я думаю, что мы постараемся и с МСом сделаем отдельным либо стримом, либо лучше на видео, наверное, запишем. Подумаем, как лучше это сделать. Наверное, на видео так будет просто удобнее, потому что стрим очень трудно настраиваемая история. Очень много тут кнопочек надо тыкать. Как я сегодня уже сказал, отдельный человек должен быть, наверное, который всем этим управляет, чтобы не было запутано. И вот тут написал Мьюз. Да, я действительно в TradingView стараюсь выкладывать чаще, потому что там удобно. Во-первых, это специализированный ресурс. Во-вторых, удобно с точки зрения того, что ты просто включил то, что надо, тебе посмотрел быстренько и закрыл. Не надо ничего обрабатывать, и с этим как-то работать, потому что с видео это вообще долгий процесс. И это очень удобно и показательно и наглядно. Поэтому, если вы не подписаны на TradingView, то рекомендую тоже подписаться. Там уже больше 500 подписчиков, и это все люди, которые действительно торгуют. Ну, Да. МС, вам огромное спасибо. Всем Еще раз. спасибо, кто пришел. Всем спасибо, кто задает вопросы. Всем спасибо за то, что вы с нами, нас поддерживаете. Мы для вас покажем все, что вам нужно. Задавайте вопросы, пишите вопросы. Можете писать вопросы под стримами. Мы первые 2 дня под стрим заглядываем. Смотрим, что вы написали. Да, либо после анонса, ну, лучше, конечно, в стрим, но можно после анонса, вот там за то время, что анонс есть, там несколько часов всегда проходит, накидать в чатике, можем смотреть. Правда, тяжелее это делать, но можно и по Да. чату посмотреть. Вот, МС Ставьте нам еще, лайки, да, подписывайтесь. пролайкайте Да, спасибо обязательно. вам большое. Подписывайтесь на нас, на МС. Большое вам огромное спасибо за то, Всё, что и приходите, вам, Гош, рассказываете. спасибо, да. Да, будем на связи. Ребят, всем вам огромное спасибо за поддержку канала. Прокомментируйте обязательно пост. Не только лайки, алгоритмы Ютуба так подхватывают, и сообщество растет. Вот, ну это, наверное, Все, да. До свидания. все, да. До свидания, всем всего доброго, всем пока, и увидимся на следующем стриме.